Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео у нас продукция от компании Beauty Lux, а точнее мы рассмотрим с вами второй набор термогель-лаков. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Во втором наборе присутствуют термогель-лаки с блесками. Мне, конечно, было интересно, как это все будет выглядеть на ноготках. В качестве комплимента продавец в посылку положил также комплект наклеек. Мелочь, но приятно. Ну, давайте теперь рассмотрим сам набор. Тут у нас картонная коробка, на которой есть вся необходимая информация о содержимом, в том числе и о способе применения. В самой коробке бережно упаковано 6 флаконов с гель-лаками. При транспортировке ни один из флаконов не пострадал. В каждом стеклянном флаконе по 10 мл продукта. На каждом флаконе указан состав, меры предосторожности и срок годности после вскрытия 12 месяцев. Также на каждом флаконе есть наклейка с указанием серии и номера гель-лака. Вся термоколлекция от компании Beauty Lux маркирована буквой T. В этом видео мы рассмотрим с вами цвета от 0,7 до 12. Итак, цвет под номером 0,7. При комнатной температуре это такой темно-фиолетовый оттенок, но при температуре свыше 28 градусов по Цельсию цвет меняется на цвет фуксии. Очень интересное сочетание. Все гель-лаки из данной коллекции плотные, укрывистые. Для термогель-лаков у них очень хорошая пигментация. Наносить их лучше в один средний слой. Вы только посмотрите, как быстро гель-лак меняет свой цвет при воздействии на него теплым воздухом. Следующий гель-лак под номером 0,8 это такой шоколадный оттенок, который при воздействии тепла меняет свой цвет в огненно-рыжий. Данные термогель-лаки лучше реагируют на изменения температуры именно если их нанести в один средний слой. Если нанести два тонких слоя, то вот этот самый термоэффект не настолько эффектный, скажем так. Ну а хорошая пигментация в принципе и позволяет нанести данные термогель-лаки в один средний слой. Причем как на типсы, так и на ноготки. Следующий цвет под номером 0,9 при комнатной температуре это такой темно-кофейный оттенок, который трансформируется при воздействии тепла в красный. И этот гель-лак сразу стал моим любимчиком. Где ногтевая пластина на ногтевом ложе, он красный, а на свободном крае он темно-темно-коричневый. Чуть позже я покажу, как он смотрится на моих нарощенных ноготках. В принципе, именно из-за этого цвета мне и захотелось, собственно, нарастить свои ноготки. Следующие 3 термогель-лака будут с разнокалиберными блестками, и только у одного контрастный переход с одного цвета в другой. Цвет под номером 10 при комнатной температуре темно-фиолетовый, а при воздействии тепла у цвета появляется синий подтон. Как я уже сказала, в составе следующих 3 гель-лаков есть блестки разного размера. При этом эти самые блестки, они не очень равномерно распределяются. К тому же после полимеризации для того, чтобы выровнять поверхность, понадобится довольно такой вот густой слой топа. И вот тут, как говорится, нашла коса на камень. Из-за густого слоя топа покрытие уже не так чутко реагирует на изменение температуры. Можно, конечно, было бы подпилить эти блестки, но думаю, такие заморочки навряд ли кому-то нужны. Очередной гель-лак под номером 11 при комнатной температуре бордово-винный оттенок. При температуре свыше 28 градусов цвет меняется на малиновый. Сами блестки красивые, они довольно шикарно сияют, создавая такой как бы эффект, да, аквариумный. Но вот распределить их равномерно очень сложно. И, соответственно, потом нужно очень хорошо выравнивать поверхность. Также стоит отметить, что по рекомендации производителя полимеризовать данные гель-лаки нужно в течение 60 секунд в гибридной лампе. Это все из-за хорошей пигментации. По большей части у термогель-лаков пигментация, скажем так себе, но вот у данных термогель-лаков пигментация действительно хорошая.
Ну и еще один гель-лак под номером 12. Тут очень интересное контрастное сочетание цветов. И вот тут как раз таки будет видно, насколько неравномерно распределяются блестки. Вы только посмотрите, как из пурпурно-фиолетового цвет становится голубым. Ну и заодно посмотрите, как неравномерно распределяются блестки. Хотя такое неравномерное распределение блесток явно видно именно только на этом цвете гель-лака. В прошлом видео о термогель-лаках от компании Beauty Lux я сказала о том, что данные гель-лаки за счет своей плотности и пигментации можно использовать в стемпинге. Так вот, их также можно использовать и при создании градиентов. Данные гель-лаки довольно хорошо между собой смешиваются, и за счет этого получается не двухцветный, а трехцветный градиент. Тут главное подобрать те оттенки, которые будут гармонично смотреться. И вот сейчас на ваших экранах градиент из двух цветов, который на ноготках будет переходить из огненно-рыжего в красный, а из красного в темно-коричневый. А вот с теми термогель-лаками, в которых есть блестки, можно сделать такой вот, градиент-растяжку, скажем так. И тут также получается довольно интересный переход, который в свою очередь будет менять цвет в зависимости от температуры окружающей среды. Ну согласитесь, термоэффект, он в какой-то мере завораживает. На самом деле очень интересно наблюдать за изменением цвета. Конечно, термоэффект не смотрится именно на длинных ноготках. Но вот в прошлом видео я показывала, что и на коротких ноготках в принципе тоже смотрится довольно симпатично. И на самом деле снимать то покрытие мне было даже немного жаль. А вот сейчас присмотритесь, вроде типс перекрыт одним цветом, но стоит его немножко нагреть и появляется надпись. Вот такая игра цветов, не без помощи стемпинга, конечно, в моем случае. И дизайн готов. Благодаря термоэффекту можно создать множество различных проявляющихся дизайнов. А что самое интересное, такие дизайны быстро не надоедают. А вот так смотрятся термогель-лаки от компании Beauty Lux под номерами 0,7 и 10 на моих нарощенных ноготках. Ну и, конечно же, мой любимчик гель-лак под номером 0,9. Как вы сами можете видеть, термоэффект, на мой взгляд, просто шикарный. Ну что ж, вот такой вот видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!